Volvo S40 V40. Замена муфты ВВТ. В интернете мало чего написано о ней, но ее приходится покупать новую. Вот она муфта. Вот так она выглядит. Вот. Я брал Zikmar, то есть не оригинал Volvo. В наше время Volvo стоит в районе 25 тысяч. Это Zikmar, она порядка 17 стоит. То есть это муфта, я расскажу о замене ее, как выставить правильно метки. То есть со снятой муфтой, когда она уже снята, и нужно выставить метки. То есть, здесь то, что поставлено, тут ничего не стоит, никаких меток, это нужно выставлять самому. Выставляются они с помощью приспособления специального. Оно стоит больших денег, но можно сделать самому. Я попозже покажу, как сделать самому это крепление. И расскажу, как правильно все-таки выставить эти метки. И как установить правильно муфту ВВТ. Это нужно по-любому снимать. Внизу нужен шкив снимать, ремни снимать, приводной ремень, ремень ГРМ. Это все нужно снимать. Так, вот получается, это идет коленвал. Там идет сальник коленвала. То есть заодно буду менять сальник коленвала. Ой, открутить болт коленвала — это еще та проблема. То есть там очень долго он откручивается. Лучше прежде всего поехать куда-нибудь на какую-нибудь станцию, попросить, чтобы они пневмогайковертом открутили. Вот тут вот болт будет он держать 2 шкива. Я пробовал открутить сам один. То есть вот лежит 2 шестерни. Одну я сейчас покажу. Вот одну я ставил упор и пытался открутить своими руками. Короче, она загнула упор и здесь погнула. Пришлось заказывать такую бэушную, но в хорошем состоянии, потому что новая стоит порядка 8 тысяч. И вот я заказывал такую бэушную шестеренку. То есть вот эту вот гайку очень сложно открутить, то есть самому практически нереально. То есть пневмогайковертом я взял пневмогайковерт и потом открутил пневмогайковертом. То есть она стоит, вот этот шкив стоит, и сверху стоит, как она тут стоит, ну вот это вот, а здесь стоит гайка, и все это держится здесь. То есть, чтобы это открутить, нужно пневмогайковерт. Все, откручиваем. Сальники снимать, я думаю, догадаются многие. Просто саморез вкрутили, за саморез плоскогубцами дернули. Все. Вот, чтобы заменить сальник, ничего сложного. Вот закрутил я саморез, беру там каким-нибудь плоскогубцем и вытаскиваю. Эй, бляха-муха, ударился. Ну, короче, вот, вытащил, он упал. Все, ничего сложного. Теперь я расскажу, как вообще выставить эту муфту. Да? У нас есть муфта, туда я поставил новый сальник. Там стоит новый сальник, тут муфта. Нужно аккуратно ее взвести на вот этот вот шкив. Вот в чем-то, в каком-то дерьме. Ну, короче, взводим ее туда. На этот. Там пометок никаких нету вообще. Просто берем вот так вот муфту эту муфточку и ставим. Попадаем аккуратненько, чтобы она аккуратно зашла в сальник. Вот. И все, она ставится, вот накрутится. То есть там распредвал, вон распредвал, вот тут вот. Он зафиксирован, то есть 2 распредвала, они зафиксированы специальным фиксатором. Здесь она крутится вот постоянно. И то есть нам нужно будет выставить ее любым вот между зубцов, по-моему, или нет, или по зубцу она выставляется. Ну, там сейчас по ремню определю. Либо между зубца. По меткам. Здесь метки на крышку. Поставлю крышку, покажу метки. Так, вот ставим. То есть звездочка вот одна стоит. Вот видно, она стоит по метке. Вот одна. Блин, она искажает, короче. Но она стоит по метке над этим. И так же само ставим вот. Выбираем любой зубчик и ставим сюда. То есть я вот видно на пластмасске вырезано. Ставим любой зуб вот этот, проворачиваем, то есть болт я уже поставил, ну как, я от руки его накрутил, вот он шатается. И вот ремешок накинут на 2 шестернях. И рукой так, оп, поджимаем, то есть вправо, по часовой стрелке вправо, рукой поджимаем. И, то есть вот он натянулся ремень, вот он поднатянут чуть-чуть. И в таком положении закручиваем вот эту звездочку. Я уже не буду показывать, как закручивать. Просто берем вот трещоткой, закручиваем от руки пока.
Там, ну не сильно, не особо сильно. Закручиваем от руки. И все, то есть это будут валы уже стоять по меткам. Потом я расскажу по там шестерня коленвала. То есть, как все говорят, что верхняя мертвая точка, она это вообще не верхняя мертвая точка. То есть этот цилиндр находится не вверху. Это называется выставляем по меткам. Не по верхней мертвой точке, а по меткам. Тут Volvo именно вот в этом моторе, тут нет верхней мертвой точки, когда выставляются ГРМ ремень. Вот, все, выставил метки, получается, вот она сошлась. Вот эта вот метка с той, которой вот на пластиковом кожухе. Тут вторая метка. Вот она также сошлась. Вот она должна видна быть. И внизу идет, вот, получается, на валу. Сейчас я покажу. Вот идет вал. Так, где эта отвертка подлиннее? Вот идет вал. И получается, вот эта метка, вот она. Вот она идет. И вот получается, она входит. Вот это получается между двумя зубцами она должна быть. А на самом двигателе, вот она меточка, вот она находится. Она видна. Сейчас я покажу снизу. И то есть это не верхняя мертвая точка. Это не верхняя, потому что цилиндр находится не в верхней мертвой зоне. То есть вот если мы отвертку поставим, то она туда вот намного уходит. То есть когда я опускал, именно ставил по метке, по верхней мертвой точке, выставлял, чтобы было... Вообще на вот эти вот метки я не смотрел, то получается, что вот эта метка... Сейчас поставлю. Вот эта вот метка. Вот это, когда в верхней мертвой точке, эта метка находится вот здесь примерно. И там, где стоит вот на двигателе. Вот на двигателе получается. Вот она точка, вон она находится. А на ней написан 0. Где-то на шестеренке на самой. Вот. Вот, и этот двигатель тут, он не выставляется по верхним мертвым точкам. Он выставляется только по вот этим меткам, и которые там метка. Здесь, еще раз повторюсь, что здесь метку делаем сами. То есть вот она муфта новая. Мы выставляем просто, чтобы зубчик был напротив. Сейчас, вот так видно. Вот он, я зубчик сам себе метко сделал. Вот тут зубчик, чтобы он был напротив вот этой вот пластиковой, вот здесь, напротив отверстия. Это будет метка. И тот выставляем тоже. Приспособление вот сюда я делал сам, я сейчас покажу, где оно. Вот я делал его сам, то есть обычный железная, не знаю, как палка железная. Приварил на нее вот эту одну хреновину. И здесь короче, подставил туда. И на 3 миллиметра приварил ее выше. То есть это прям в плоскости, а это на 3 миллиметра выше. Все, на одной. То есть оно все ставится сюда. Вот сюда вставляется. И вот так вот оно держится. То есть, туда подальше молоточком просто подбиваю, чтобы оно подальше было. И все, и два вала зафиксировано. То есть, когда два вала зафиксировано, мы ставим этот по метке, этот просто накидываем, то есть в правую вставили, чуть-чуть поджали эту часть, в правую сторону чуть-чуть подвели, чтобы зубчик смотрел напротив метки, любой зуб напротив метки. Там поставили полностью ремень, чуть-чуть подтянули ремень. Все, чтобы он стоял полностью по этим, и все, чтобы зуб смотрел тут. И затягиваем здесь 90 ньютон момента. 90 этого хватает. Вот и все. И все просто, как установить эту муфту. Просто я искал, не нашел нигде ничего, как она устанавливается. Поэтому я рассказываю. Кто-то говорит, какие-то верхние мертвые точки. Нету здесь мертвой точки, когда устанавливаешь эту муфту. Никаких верхних мертвых точек здесь не нужно. Совершенно. Все очень просто, все очень легко. Если что кому-то непонятно, пишите.